Не так давно многопользовательский шутер World War 3 после длительного молчания все чаще стал выходить на связь с комьюнити, вновь подогревая интерес к игре различными новостями. И игрокам, купившим WW3 на ранних этапах разработки, до ее скрытия в Steam, даже дали возможность опробовать игру раньше остальных, во время так называемого альфа-тестирования для ветеранов. Среди этих ветеранов оказался и я, и спешу поделиться впечатлениями. Насколько изменилась игра за почти 2 года закрытой разработки? Спойлер, почти ни насколько. Не буду томить и сразу скажу, что для меня альфа-тест стал полным разочарованием. До последнего хотелось верить в успех проекта, но, к сожалению, положительных моментов во время альфа-тестирования я не заметил, а все положительное, что было в игре раньше, успешно было похерено. Все сказанное далее, само собой, просто мое личное мнение, и оно может сильно отличаться от вашего. Давайте по порядку. Сетевая составляющая снова не без проблем. Сервера пару раз сбоили, матч найти было не всегда просто, а в самой игре были десинки и пролагивания. Техническая часть все с теми же проблемами. 70 FPS чувствуется как 30, статоры все так же имеются. Какой-то заметной оптимизации я не заметил. Даже на средних настройках графики играть было не особо комфортно. Да, мое железо не самое лучшее, i7-7700 и 6-гиговая GTX 1060, но для большинства сетевых шутеров этого хватает для комфортной игры. Но не здесь. Визуально WW3 стало, на мой взгляд, выглядеть хуже, окружение стало более скудным, эффекты выглядят дешево, а освещение и тени упрощены, из-за чего на некоторых картах потерялся антураж. И ладно, если бы это привело к лучшей производительности, но увы. Что до самого геймплея, то и здесь не без минусов. Во-первых, появилась задержка между прицеливанием после спринта. То есть, если бежишь на шифте и встречаешь врага, переход в прицельный режим происходит спустя примерно секунду, что при довольно низком ТТК почти всегда ведет к проигранной перестрелке. Во-вторых, анимации персонажа выглядят рваными и дерганными, а передвижение и стрельба ощущаются как припадки эпилептика. Ну и в-третьих, ганплей, как по мне, стал значительно хуже. Отдача рандомна, разброс на дистанции слишком высок, а время прицеливания заметно увеличено. Оружие чувствуется в целом неприятно. Все это ведет к тому, что лучшим вариантом становится кемперство. Игра всячески поощряет сидение на месте, а активную игру всячески порицает. Динамика боев из-за этого резко упала. У меня даже доходило до того, что в режиме дедматча на полном сервере мне приходилось по минуте искать хоть одного противника, а большинство из тех, кто встречался, сидели где-нибудь в углу. В общем, все это выглядит как не очень удачная попытка сделать шутер более тактическим. Стоит упомянуть и про интерфейс. Меню превратилось в типичное консольное, характерное для многих современных шутеров. С одной стороны плюс – узнаваемость и как следствие проще освоение. С другой стороны, все самые худшие практики этого подхода тоже здесь. Большая вложенность различных меню, низкая отзывчивость и подлагивание интерфейса. Ну и конечно же бары для характеристик оружия вместо конкретных цифр. Не, ну вы только посмотрите на эту красоту. Кстати, кто помнит старое меню, заметит, что от идеи метагейма на глобальной карте тоже отказались. В самой игре интерфейс тоже стал чересчур нагроможденным и перегруженным. Просто сравните ранний вариант и текущий. А местами это выглядит даже аляписто.
Все это, конечно, личные придирки и мелочи. Прокачка теперь разделилась на общий уровень и уровень каждого оружия отдельно. То есть необходимо гриндить ранг, чтобы на определенном уровне открыть оружие, и потом гриндить с ним, чтобы открыть атачменты. К слову, за 3 часа игры, получив 11 уровень, я открыл одну штурмовую винтовку, которая почти не отличается от стартовой. Скажете, 3 часа это мало? Да, мало, но за 3 часа игра никак не заинтересовала прокачкой, а наоборот, она показалась крайне душной и вымученной. Модули на оружие также заметного импакта не внесли. Что забавно, на оружии может одновременно стоять только 5 атачментов. 5. Точка. Неважно, что они для разных слотов. Просто 5. Либо фонарик, либо дополнительный тип патронов. Выбирай. Что ж, а теперь давайте поразмышляем, какого рода игра нас ждет. Это все будут лишь домыслы. Уже сейчас мы видим в игре две вкладки, которые пока заблокированы. Магазин и Battle Pass. У каждого оружия рядом есть кнопка «Магазин». Есть премиум валюта. Даже повторная смена ника требует эту валюту. В файлах игры встречаются ежедневные, еженедельные и сезонные задания, а также упоминание премиум аккаунта и XP бустеров. По модели распространения игры пока официальной информации нет, но что-то мне подсказывает, что выводы делать уже можно. Подводя итог, хотелось бы спросить, а что было сделано-то за 2 года? В техническом плане изменений нет, в геймплейном в лучшую сторону тоже нет. Анимации персонажей, они были уже показаны в конце 2019 года. Пока я заметил лишь свистелки-перделки в виде нового меню и интерфейса и переход на другую систему монетизации игры. Без претензий к Farm 51, у них получалось сделать неплохую игру, но что-то явно пошло не так.